Всем здравствуйте! Будем говорить о первой подкормке томатов после высадки в грунт. Как часто приходилось видеть одну фатальную ошибку, которая буквально лишает доброй половины урожая. Так что давайте шаг за шагом, без лишней суеты, разберем все секреты грамотного ухода. Интересно наблюдать за соседями по участку. Буквально на днях смотрю через забор на Андрея Михайловича. Мужик он золотой, невероятно работящий, но до чего же торопливый. Только-только высадил рассаду помидоров в теплицу и уже на третий день бежит по огороду с ведром навозной жижи. Еще и кричит так радостно. Надо же их подбодрить, чтобы зацвели быстрее. И вот это блестяще иллюстрирует главную проблему очень многих огородников — непреодолимое желание помочь поскорее. К сожалению, такая спешка губит весь урожай еще в мае, на самом старте. Торопиться здесь — это просто перечеркнуть все свои вложенные труды. А биологическая реальность происходящего такова: молодое растение только что перенесло колоссальный стресс. Это настоящий переезд из комфортного стаканчика в открытый грунт или теплицу. Корни еще не прижились на новом месте, они болеют и, можно сказать, полноценно не дышат. И если именно в этот момент насильно дать сильную подкормку, произойдет страшное. Нежные корешки просто сгорят. Возвращаясь к истории с соседом, кусты были щедро политы навозом, а на следующий день листья пожелтели и грустно поникли. Ответ прост. Растение получило сильнейший химический ожог корневой системы. Почему ранняя подкормка губит урожай? Здесь всегда сталкиваются два подхода. Мудрый, проверенный временем подход — это дать корням время на восстановление и дыхание. Растение должно спокойно освоиться, пустить новые маленькие всасывающие корешки, начать полноценно пить воду из новой почвы. И напротив, есть губительная паника. Спешка с тяжелыми, концентрированными удобрениями не дает никакого питания. Она лишь обжигает корневые волоски и полностью блокирует способность томата усваивать пищу. В итоге куст останавливается в росте, желтеет и начинает бороться не за будущий урожай, а за собственное выживание. Переходим ко второму пункту. Правило 14 дней. Минимум 10, а в идеале ровно 14 дней после высадки рассады в грунт к томатам с удобрениями подходить категорически нельзя. Ни с какой органикой, ни с модными минеральными комплексами. Ровно 2 недели дается кусту на то, чтобы прийти в себя, адаптироваться к перепадам дневных и ночных температур и крепко ухватиться за землю. В это время только чистая вода и наше терпение. Третий шаг. Сигналы готовности куста томата. Как правильно читать подсказки самого растения? Ключевой момент здесь — это внимательный визуальный осмотр. Не стоит слишком строго смотреть в календарь. Гораздо важнее изучать сам кустик. Томат ведь сам подскажет, когда он готов принять пищу. Во-первых, макушка растения меняет цвет. Она становится такой сочной, ярко-зеленой и начинает активно расключиваться. Во-вторых, в пазухах или на самой верхушке появляются крохотные, свежие, новые листочки. Ну и в-третьих, сам стебель больше не выглядит вялым. Он наливается силой, стоит упруго, прямо и, можно сказать, уверенно. Если все эти признаки налицо, значит, корневая система заработала на отлично и пришло время кормления. Рецепты безопасной первой подкормки. Точные формулы для роста. Главная ловушка тут — переборщить с азотом. Если сейчас от души накормить кусты навозом или мочевиной, то вместо помидоров вырастет шикарный густой зеленый лес. Растение просто уйдет в ботву. Поэтому используем безопасные, проверенные рецепты. Первый вариант полностью натуральный. Берется 1 стакан обычной древесной золы на 10-литровое ведро воды. И тут очень важно дать раствору настояться ровно сутки. Этот рецепт дает отличный калий и масса микроэлементов для подготовки к цветению. Второй рецепт минеральный. Он просто идеален для бедной земли. Разводим 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия на 10 литров воды. Фосфор мощно укрепит корни, а калий заложит базу для будущего обильного урожая. Пятый пункт. Главные правила грамотного полива и правила внесения питательных веществ. Нужно понимать, что даже самое идеальное, самое дорогое удобрение станет ядом, если внести его неправильно. Первое и непреложное правило — сначала растение всегда поливается обычной чистой водой. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя кормить томаты по сухой земле, иначе неминуем ожог. Второе правило — удобрение вносится строго под корень. Случайная капля питательного раствора на листе под ярким солнцем моментально приведет к ожогу и откроет ворота для всяких инфекций. Ну и третье. Подкормка проводится только вечером или рано утром, пока земля прохладная и влажная. И, наконец, аптечный секрет для слабых кустов. Сначала сделаем важное предостережение. Смешивать разные препараты, например, ту же золу с мочевиной, категорически нельзя. Они просто нейтрализуют друг друга, и толку не будет. А свежий навоз в этот период вообще находится под строжайшим запретом. Но что делать, если вроде бы все сделано правильно, а какой-то кустик откровенно замер, побледнел? Тут на помощь придет обычная янтарная кислота.
Важно понимать, что это не удобрение, а мощнейший витаминный стимулятор. Рецепт очень простой. Тщательно разводится всего 2 грамма янтарной кислоты в 10 литрах воды. Достаточно аккуратно пролить этим раствором отстающие растения 1 раз. Это невероятно быстро оживляет слабые или подмерзшие кусты. Буквально через пару дней они воспрянут духом и активно пойдут в рост. Огромных, здоровых и вкусных урожаев.